часто приходится слышать мнение о том, что Сталин защищал только предателей из рядов ВКПБ, или что СССР пал от рук ЦРУ и генетических предателей. Но сегодня мы, команда коллектива «Перемен», объясним вам, кто, как и почему совершает и с какой целью те или иные поступки. А перед началом нашего изыскания по данной теме мы вам советуем подписаться на наш канал в Telegram. Там мы публикуем новости с классовой оценкой происходящего. Рекомендуем к прочтению книги в рубрике «Что почитать?». Разбираем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций». И, конечно же, сообщаем о выходе новых видео, ведь оповещения плохо приходят. Вы всегда сможете там связаться с нами, поделиться новостью или задать интересующие вас вопросы. А совсем скоро мы будем оповещать о проведении собраний интернет-кружка. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. В одном гимне поется: «Никто не даст нам избавления». И это совершенно верно. 5 лет назад, в день космонавтики, на канале Вестник Бури вышло видео о советских космонавтах. Часть из них в постсоветские годы показали себя не так, как от них ожидали. Особенно интересно наблюдать за метаморфозами, которые произошли самыми известными из ныне живущей Валентиной Терешковой и с недавно почившим Алексеем Леоновым. В 2003 году Валентина Терешкова участвовала в работе предшественницы «Справедливой России» Российской партии жизни. После неудачи на выборах она сместилась еще дальше вправо и вступила в Единую Россию. Стала депутатом областной думы у нас здесь, в Ярославле, а потом выступала за переименование города Тутаев, который получил свое название по фамилии юного красноармейца, павшего от рук белофашистской заразы. А потом она голосовала за другой законопроект о повышении пенсионного возраста. Алексей Архипович, оценивая советское прошлое с высоты своего нынешнего социального положения, дает ему следующую оценку. В качестве представителя совета директоров крупной компании, специализирующейся на возведении малоэтажного жилья, я занимаюсь этим уже несколько лет. Каждому человеку нужны кусочек земли и свой дом. Разве мы могли мечтать об этом при советской власти? Вот уж не ожидал такого откровения, все-таки ваш звездный час пришелся именно на эти годы. Да ладно. Какой ценой нам все доставалось? Взять даже космическую программу. Я вообще не понимаю тех, кто восхваляет Сталина. Это же был палач. Мы войну выиграли не за счет его умелого руководства, а за счет миллионов солдат, которые бросали в мясорубку. И с тех времен я бы взял систему образования и систему здравоохранения, а остальное пусть остается прошлым. Короче, образование и медицина связаны с экономикой страны. И в капиталистической экономике, где существует и ваш Альфа-банк, советская модель медицины и образования не будет решительно существовать. Почему многих удивляет, что люди, которые раньше уважали, стали жадными и мракобесными? Потому что мы не видим их недостатки. Мы восхищаемся их подвигами, освоением космоса, к примеру. Мы думаем, что они лучше нас, простых работяг. Вот так всегда. Мы ищем авторитетов, чтобы они рассудили. Но кто мы такие, чтобы судить их? Может, в чем-то они и правы или нет? Некоторые говорят, что все бессмысленно. А некоторые даже пытаются нытьем заниматься. Кто же прав? Конечно, никто. Нет объективных законов. Кто станет героем, а кто нет. И нет законов, чтобы достижения были только у определенных людей. Но нельзя отрицать и того факта, что героические поступки возможны и реальны. Как бы ни плакали некоторые люди, героизм – это прямое следствие развития героя, его становления. Советское время дало возможность людям из низов, крестьянам, таких как Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Алексей Леонов, стать героями, выдающимися личностями, покорителями космоса. Для них ничего не было предрешено. И не было никакого магического блока, закрывающего им путь к подлости или глупости в дальнейшем. В том и заключается гуманистическое стремление социалистов и коммунистов. Создание такого общества, где именно возможность превзойти текущий уровень развития, что личности, что общественных отношений, делает людей лучше. Самостоятельно, естественно, не потянуть за руку и заставить, не отнять выбор цензурой, не смоделировать сознание, как считают мракобесы, отказывающие человеку во всякой субъектности, этим отрицающие возможность материалистического взгляда на общество. Задача показать путь и сказать: посмотри, как прекрасен этот путь, посмотри, к чему он может привести.
Я помогу тебе идти, пойдем вместе. Вот она задача, в том числе и одна из задач искусства. Но Советский Союз, советское бытие, советская культура, советские нравы, советское искусство – все закончилось. И не просто так одним ударом злобных предателей ЦРУ или советской интеллигенции, подложившей очередную атомную бомбу под непогрешимый социум, а после долгого, длиной в десятилетия загнивания и превращения советского общества в общество обычное, буржуазное, вследствие чего и появились предатели и интеллигенты с бомбами, и члены ЦК КПСС, подписавшие Беловежский договор. Кульминацией регресса стал 91 год. Бандитские 90-е были невозможны без 80-х, а те без 70-х и их застоя, а те без хрущевской оттепели, а та без сталинских репрессий и перековки социалистического государства под государство крепость для обороны от внешней агрессии. И это я не к тому, что Советский Союз был исчадием ада. Просто такова диалектика советской истории. Развитие и выживание неотделимо от борьбы с регрессом и контрреволюцией. Стоило ли удивляться, что к 1991 году советские граждане подошли во всеоружии, снабженные теми качествами, что в советском человеке не поощрялись? Повторимся еще раз. Невозможно взять и создать какого-то особенного, неизменного человека. Советский человек – это не сверхчеловек, это просто человек, перед которым были открыты возможности развития в гуманистической традиции, обогащенной плодами марксистского учения. Возник сам феномен советского человека исключительно в историческом контексте существования советского общества. А потому, пока деградировало советское общественное бытие, деградировало и общественное сознание. Все эти Леоновы, Терешковы и прочие естественны в своем предательстве всего, что символизировал их успех, их героизм в прошлом. Уверен, в большинстве своем они даже не понимают, а в чем подлость-то, ведь проклятый совак оказался плохим. Так что, когда Леонов несет чушь про образование и медицину, которую надо взять у СССР, а в основном оставить капитализм, он не врет, он действительно настолько деградировал и уже не понимает сути предметов, явлений, как не понимает дядя Ваня. В одной фразе, ругающей нынешние власти и коммуняк, якобы ничем от них не отличающихся, зашоренность, деградация, эгоизм, подлость, все эти черты присущи таким людям. Не потому что они такие плохие и неправильные сами по себе, а потому что нынешнее бытие создает условия, при которых впитать и развивать в себе подобные качества человек может куда проще и вероятнее, чем честность, смелость, альтруизм. Да и когда впитывает, разве есть какой-то толк от смелости казака, избивающего нагайка атеиста, и от честности богача, говорящего: кто не заработал сотни миллионов, пусть идет тот в жопу, и от целомудренности директрисы, увольняющей молодую учительницу за фото в купальнике, и от сердобольности правозащитника, жалеющего белогвардейских террористов. Грустная правда в том, что не бывает абсолютной морали, нравственности и личностных качеств, кроме тех, что мы устанавливаем себе сами. Не бывает черного и белого в реальных, конкретных, частных условиях жизни и каждого человека. Каждый герой может стать подонком, каждый подонок может совершить благо. Ключевое слово «может». Американский патриот, искренне любящий ближнего своего, сбрасывает напалм на вьетнамских детей. Честный коммунист расстреливает контур при сомнительных обстоятельствах по приказу товарища Берии. Искренний либерал одобряет цензуру. Все это может и бывает. Потому что человек, поставленный в конкретные условия, делает выбор под влиянием множества внешних и внутренних факторов. В жизни человека много испытаний и трудностей, и ни одно из них не делает его сразу героем. Попытки игнорировать это могут быть связаны с комплексами из-за того, что кто-то из единомышленников может предать или совершить поступок, который покажется низким. Это признак того, что человек не хочет признавать, что люди – это люди, а не идеальные супергерои. Например, некоторые люди пытаются утверждать, что предатель генерал Власов никогда не был коммунистом и всегда искал возможности навредить. Однако это не так. У таких людей не хватает смелости признать, что красный командир мог отказаться от своих убеждений, потому что любил себя и свою жизнь больше, чем идею и страну, за которую он так успешно воевал.
Также неспособность современных псевдокрасных сектантов признавать достоинство буржуазного искусства может быть связана с тем, что они не хотят видеть, что оно может иметь ценность, не связанную с отрицанием общества, в котором было создано, и не содержащую призыв к его разрушению. Материализм показывает, что всякая мораль, личностные качества, достоинства, ориентиры, идеи и идеалы человека – это продукт взаимодействия с материальным миром. Они не появляются извне, не вырабатываются основным органом. Их выдумали мы сами, и мы сами можем их исказить, отвергнуть, неправильно понять, применить не по назначению и даже из благородства сделать что-то плохое по отношению к одному и тому же объекту. Не означает ли это, что нет разницы между героем, трудягой, порядочным человеком и подлецом-предателем, трусом? Возможно, для атеистов, нигилистов и тех, кто осознал, что их мораль не абсолютна, такой разницы и нет. Однако человек, знакомый с историческим материализмом, понимает, что все положительные качества и моральные устои, которые известны человечеству на протяжении истории, возникли из материалистических предпосылок на определенном этапе развития общества. Со временем они обновлялись и очищались от лишнего. Именно об этом писали Энгельс и Маркс. Например, помните, как в обществе раньше относились к браку? Считалось, что брак должен быть основан на расчете, а не на любви. Но со временем люди осознали, что брак должен строиться на любви, а не на деньгах. Многие люди, выступающие против содомитов, демонстрируют в своих действиях двойные стандарты. Они критикуют других, но при этом не соответствуют своим высоким моральным стандартам. Коммунисты не отрицали мораль, они просто поняли ее лучше, чем многие люди. Нельзя оправдать чью-то личную подлость и слабость словами «не мы такие, жизнь такая». Можно объяснить, почему человек поступает так, но считать это нормальным и естественным неправильно. Общественное бытие определяет общество, и это необходимо учитывать при анализе поведения людей. Но что же сознание отдельного человека? Ведь всех людей нельзя описать общим шаблоном. Индивидуальное сознание и человеческую сущность в каждом отдельном случае определяют его существование, взаимодействие с общественным бытием и общественным сознанием, частью которого является личное сознание. Поэтому каждый человек ужасающе свободен в самом несвободном обществе. Он свободен делать выбор в рамках, которые определяются текущим бытием. Так появляются герои и негодяи. Так возникает движение в сторону прогресса и различные формы фашизма, которые отражают устаревшие взгляды. В результате получается множество личных выборов. Так создается существование и окружение, которые влияют на человека и формируют его сущность в рамках бытия. От частного к общему мы можем связать личность и ее изменения с законами развития всего общества. В этом кроется секрет того, как возникает сознание, которое воздействует на бытие под влиянием самого бытия. Рядом с Власовым всегда будет Карбышев, тот, кто сохранил принципы. Рядом с Айн Рэнд – Эрнест Хемингуэй. Рядом с Джоном Уэйном – Далтон Трамбо. Рядом с ворами – честные люди. Независимо от уровня их понимания общественно-исторических процессов. Важно лишь то, какие варианты предлагает общественное бытие и какой выбор куда ведет. Например, космонавт в 1991 году имеет выбор стать барыгой, отжимавшим заводы, или не идти в ногу со временем. Зависит все исключительно от того, какой стала его сущность к моменту выбора. После же сущность может поменяться под воздействием последствий выбора, и выбор за каждого делает не прогнившая система, не братки в Адидасе и не Путин. Почему? Потому что какова бы ни была жизнь, ты всегда такой, каким соглашаешься быть. Или не быть. В главном, не в махании флагом, не в отсутствии вредных привычек, сексуальных фетишах, образе жизни, вкусах в искусстве и прочем. Даже не в соответствии любой морали, а в отношении к миру вокруг. И поймите меня правильно, это я не к тому, что кто-то виноват, кто-то не виноват, кого-то надо прощать или не надо прощать. Важно понимать суть причины и следствия, а затем анализировать их в контексте общих законов развития. Поверьте, такой подход делает жизнь гораздо проще, чем следование эмоциям. Самое интересное, что даже когда мы рассматриваем поступки людей с этой точки зрения, мы делаем выбор. Можем осуждать, оправдывать, игнорировать ситуацию. И это тоже выбор, на который влияет и общее бытие, и общественное сознание с его ценностями и установками, и наша личная сущность относительно этого сознания.
Именно поэтому не работают заявления о том, что ценности развалившегося СССР были неправильными, и их нужно забыть и жить по-буржуазному. Человек – это не статус. И не просто стереть его историю. Человек – это процесс, а значит, перемены не за горами.